Приветствую вас, мои дорогие друзья. Для жизни человека на Земле нам нужна или необходима определенная среда обитания. И на эту тему можно целую двухчасовую лекцию прочесть. Но я остановлюсь лишь на том, что нам нужен воздух, нам надо дышать, чтобы жить. Нам нужна вода. Да, мы какое-то время сможем без воды, но недолгое время прожить. Нам нужна пища, нам нужен свет, солнечный свет. И Бог так устроил человека, что у него есть и духовная среда обитания. Она тоже ему необходима. И в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих мы читаем. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Итак, вот она наша среда обитания для благословенной жизни, для полноценной жизни. Давайте запомним всего лишь хотя бы эти 3 слова первое. Плод же Духа – любовь, радость, мир. Любовь, радость, мир. И если Бог так создал внешний мир, вот воздух, вода, пища, солнце – это то, что находится вне нас, снаружи нас, то вот то, что мы читали, плод Духа – это то, что должно находиться в нашем сердце, в нашей душе. И человек, если не имеет мира в сердце, он не сможет не просто неполноценно жить. Вот если нет радости, нет мира в сердце, его что-то мучает, человек без мира в сердце всегда мается, знаете, ему всегда кто-то мешает, его всегда кто-то раздражает, ему как бы кто-то не дает жить нормально. И это не потому, что что-то снаружи человека, вот в этом внешнем мире не так. Только потому, что там нет внутри, в сердце, мира, о котором говорит нам Святое Писание. Откуда начинается вообще война? Где берет начало, где корни войны? Вот давайте задумаемся. Где, вот знаете, появляются семена войны, откуда растет вся война на земле? А Иисус отвечает. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека», говорит Иисус. И Он подчеркивает, откуда начинается всякая ссора, всякая злость, кровопролитие, любой конфликт, любая война. Он указывает на сердце человека. Другими словами, человек, который не имеет мира в своем сердце, это будет просто ходячая катастрофа и для людей, прежде всего для самого себя. Это человек фактически разрушитель, человек без мира в сердце. Об этом очень хорошо написано в книге Есфирь. Нет времени ее прочитать. Книга Ветхого Завета. Прочитайте, пожалуйста, историю о том, как угнанный в плен иудей, звали его Мардохей, всегда сидел у царских ворот. А проезжавший мимо, заезжающий в царский дворец, Аман, написано царский вельможа, которого царь поставил выше всех князей, он всегда, видя Мардохея, приходил в такое негодование. Он просто ненавидел иудеев и хотел их истребить со своей земли. И в один какой-то вечер он устроил званый обед. И вот он не сдержался и друзьям, своей жене рассказал: вы знаете, вот все у меня есть.
Вот царь меня может одного позвать к себе на вечеринку, там, когда он с царицей. Мы можем вместе с ним гулять. У меня есть от него подаренный перстень, у меня есть власть. Ну, вот не дает мне покоя вот этот Мардахей. Вот как меня он достал. Вот мучаюсь я, знаете, спать не могу. Вот так он меня достал, этот иудей, сидящий у ворот. А друзья ему советуют вместе с женой: да что ты мучаешься? Приготовь завтра такое высокое дерево, столб высотой метров 25, и повесь этого Мардахея, и будешь спать спокойно. И он послушался совета и готовит эту висельницу для этого бедного угнанного в плен иудея. Но очень скоро на этой висельнице оказался он сам. Почему? Потому что этот человек жил без мира в сердце. Есть хорошая притча о том, как один старик, мудрец, вместе со своим молодым учеником сидели у старого колодца при дороге на входе в большой город. И вот к ним приближается юноша, хорошо одетый, чтобы напиться воды, и задает вопрос: «Отец, поведай мне, пожалуйста, а что за люди живут в этом большом городе?» А старик спрашивает у него: «А скажи, сынок, а с какого ты города пришел? Какие там люди жили, где ты был?» И он отвечает: «В городе, в котором я жил, там все злые, ненавидят друг друга, не прощают. И я ищу сейчас новое место для жительства». Тогда старик отвечает: «Сынок, к сожалению, я тебя огорчу. Ты найдешь здесь то же самое». По прошествии времени они видят, как подходит к колодцу другой юноша с подобным вопросом: «Старик, скажи, пожалуйста, а что за люди в этом городе большом живут? Какие они?» И старик снова обращается с вопросом: «Сынок, а с какого ты города пришел? Какие там люди?» И он отвечает: «Ты не поверишь, когда я уходил, многие мои друзья плакали, потому что не хотели расставаться со мной. У меня много друзей, у меня там большая семья. Я вообще жил в прекрасном городе, где прекрасные люди». Тогда старик отвечает: «Сынок, ты найдешь здесь то же самое». И тогда ученик удивился, когда этот юноша покинул их. Говорит: «Послушай, учитель, почему ты на один вопрос отвечаешь буквально разными, абсолютно противоположными ответами?» А мудрец говорит: каждый человек найдет то, что он носит в своем сердце. Если в сердце война, он найдет войну. Если в сердце человека мир, он найдет мир. Если в сердце человека любовь и радость, он будет встречать любую радость везде и всюду. Все начинается с нашего сердца. Друзья, и Христос уже сделал все необходимое, все возможное для того, чтобы в нашей жизни были любовь, радость и мир. И я прошу Господа сейчас в молитве: Господи, дай всем нам мира. Мира в наших семьях, мира с нашими соседями, мира на нашей земле в Украине, мира с Богом и мира с самим собой, чтобы каждый человек нашел этот мир. Мир с самим собой. Божьих вам благословений. До свидания. Увидимся через 1 неделю.